Овны, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на декабрь 2022 года. Вот мы с вами уже завершаем годовой цикл. У вас будет возможность проанализировать все месяцы, как у вас отыгрывались помесячно, посмотреть расклад предыдущего года. Я обязательно вам оставлю ссылку в описании, то есть в комментариях. Просмотрите все видео, которые вам необходимы, чтобы проверить, сопоставить, сравнить, сделать для себя какие-то выводы. Ну и посмотреть, с чем вы завершаете этот год, что вам сулит этот месяц, каковы здесь будут перемены. Работаем мы сегодня с Таро Аркания, а также Ленорман Золотой Нити. Будем смотреть с вами абсолютно все сферы, общая энергия месяца, работу, здоровье, личную жизнь, рекомендации от карт и неожиданность периода. Поэтому приступим. Итак, общая энергия, работа, финансы, вопросы здоровья, личной жизни и рекомендации от карт на этот месяц. Так, арканы видны? Приступаем. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится рыцарь мечей. Карта, которая указывает на вопросы прорыва. Это в первую очередь какие-то резкие действия, молниеносные действия. Я не могу сказать, что они необдуманные, потому что это стратегия, это выверенный план, но здесь, знаете, как действовать безотлагательно. Почему? Потому что того будет требовать ситуация. И для многих эта карта говорит о каких-то резких переменах, быстрых переменах. Сейчас посмотрю, с чем это будет связано у вас. Если смотреть по шестерке камней, она же шестерка пентаклей, здесь это в первую очередь безотлагательно решать что-то со своими финансами, ресурсами, то есть возврат, отдача долга, выплата кредитов, забирать свои деньги, допустим, из финустанов, то есть финансовых организаций, то есть то, что вы вкладывали в депозиты, получать проценты. И здесь по этим арканам многие будут тратить деньги либо на приобретение транспортного средства, либо на ремонт транспортного средства. Помимо всего прочего, на поездки, переезды, отпуск, смену места жительства, потому что очень много движения. Видите, ну и некоторые из вас, конечно же, здесь будут оказывать помощь, именно финансовую, так как и вопросы благотворительности, может быть, помощь какая-то гуманитарного плана, потому что здесь содействовать, здесь, как вы видите по этим арканам, это открывать, давать, делиться. Если мы посмотрим с вами вопросы работы, здесь у нас с вами падает как раз паж мечей. Здесь сидит парень, который задумался, который прислушался и анализирует все происходящее. Видите, так фактически, как говорю, еле дышит. Это для того, чтобы остановиться во времени, прочувствовать ситуацию, понимать, куда ветер дует, какие вам это сулит перемены, к чему это может привести. Как следствие, и вам нужно будет анализировать ситуацию, анализировать рынок, понимать, что происходит, и осознавать, то есть куда двигаться дальше по курсу. Для тех, кто у нас не работает и работать не может, данная карта в связке у нас с рыцарем жезлов указывает на ситуацию, знаете, как предпринимать какие-то действия, искать что-то дистанционное, либо искать сдельную оплату труда, то есть не сидеть на месте, пусть периодически, но заработок, и вы к этому будете прикладывать максимум усилий. А если вы у нас имеете ресурсы, время, возможности и работу ищете, то здесь карты говорят, что, знаете, как не время и не к месту. Все свои новые процессы вы будете начинать в следующем году. Сейчас у вас как нет ни сил, ни энергии, ни понимания, куда двигаться. Это только собирать информацию, анализировать, делать какие-то выводы. Но здесь нет именно развития процесса. И если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь у вас ложится туз мечей. Вам прям тут пошли одни фактически мечевые карты. Здесь у многих может быть идея. Идея какого плана? Потому что в данном случае паж мечей, туз мечей – это собирать информацию, это анализировать, это пробоваться, то есть вести какой-то разговор, конструктивный диалог, где вы будете предлагать массу аргументов со своим руководством относительно проверки ваших знаний и перспектив повышения. Но у некоторых это изучать какую-то базу, с той целью, чтобы впоследствии работать на самих себя, потому что здесь есть идея, здесь есть порыв и есть желание это воплотить в свою жизнь. Если же у вас свой собственный бизнес,
то здесь процветание. Единственное, что паж мечей в связке с императрицей говорит о том, что сложная ситуация, сложный рынок, это придется как отвоевывать свои позиции, прикладывать к этому массу усилий и делать ставку, делать акцент на прекрасное, на то, чтобы это цепляло взгляд, на то, чтобы это нравилось вашим заказчикам. И не важно, что вы предоставляете, товары, либо какие-то услуги, это должно цеплять душу, это должно цеплять взгляд, это должно веять комфортом, уютом, заботой. И как следствие вы будете получать, знаете, как я говорю, необходимый эффект. И если посмотрим с вами сферу финансов, что тут добавить? Туз камней, он же туз пентаклей, карта, которая сама говорит за себя. Это прорыв, это достаток, это новый источник доходов, это новые перспективы. У кого-то, уж простите дословно, фактически из-за бугра. Кто-то уезжает на заработки, кто-то ведет интернет-бизнес, кто-то работает дистанционно. Ну, то есть это получение новых доходов, новых ресурсов, но видите, в дистанционном формате. И вы активно будете в это вкладываться. Вы активно будете осваивать новые источники дохода, которые для вас будут более перспективными. Но карты здесь у вас замечательные. Вопросы состояния здоровья. Десятка дождя, десятка воды, десятка чаш. Каждый называет ее по-разному. Говорит о ситуации наследственных заболеваний, либо то, что вы просто можете подцепить от своей семьи. В большей степени это какие-то легкие респираторные заболевания, ничего критического здесь нет. И само по себе самочувствие эмоциональное, физическое прекрасное, но мы обращаем внимание, здесь мужчина плачет от радости, то есть в течение месяца очень много может быть эмоциональных переживаний, да, позитивного характера, но тем не менее стресс, он и в Африке стресс. Здесь будет очень много волнений, но вместе с тем, видите, эти волнения окрашены у нас в позитивные тона. Если мы с вами посмотрим вопросы личной жизни. Падает такой интересный аркан, Storm Ring, он как своего рода, это знаете, как в классике у нас колесо фортуны, здесь это еще подразумевает как колесо судьбы. Ну или иное его название, это как кольцо бури или кольцо хаоса. Это перемены, которые захлестнут, это перемены, которые рушат все, что у вас было за вашими плечами, ну и как следствие ведут вас в новое, неизведанное будущее. Сейчас посмотрим, каким образом это отозвется для вас. Для тех, кто у нас свободен, по аркану шут. Все с чистого листа, новые знакомства, новые отношения, судьбоносные перемены. И действительно перемены со знаком плюс. Это, знаете, как знакомство кармического плана в большей степени. Потому что те уроки, которые вы не прошли ранее, будете проходить наново. Поэтому здесь нужно присмотреться, что вы не доработали в предыдущих связях и отношениях. Если вы у нас в любовных треугольниках, посмотрите. Вот это кольцо шторма, да, или буревое кольцо, штормовое кольцо и двойка дождя указывают на ситуацию, знаете, как соединение двух сердец, отказ от иных отношений. То есть многие здесь будут, пройдя сквозь бури, шторм, переживания, строить новую ячейку общества, новую семью. А для тех, кто у нас в стабильных отношениях, в стабильных связях, у нас здесь ложится тоже, знаете, как карта, на которой изображен как бы покой среди хаоса. Восьмерка мечей, если по классике ее трактовать, здесь неизменно, здесь попытки остаться в союзе, но пережить какой-то хаос, какие-то, знаете, знаковые изменения, адаптироваться к этим изменениям, потому что у многих это будет связано с переездом, с эмиграцией, со сменой места жительства и, как следствие, совместно адаптироваться и опираться к новым ситуациям, потому что многим это будет эмоционально сложно сделать. Но обратите внимание на арканы, все эти перемены идут для вас со знаком плюс. У вас даже рекомендация, у вас просто здесь, я не знаю, какая-то вот мечевой расклад, хотя колоду тасовала очень хорошо. Ложится король мечей. Король мечей — это всегда вопросы бюрократии. Это всегда очень много подписания бумаг, контрактов, договоров, восстановления документов, оформления лицензий, получения справок. То есть очень-очень много бюрократии. Общение с госструктурами, с нотариусами, адвокатами.
юристами, помощь этих людей, взаимодействие с этими людьми. И здесь, несмотря на какие-то сложности, карты вам рекомендуют сохранять холодный рассудок. Если необходимо, то обращаться за помощью к тем либо иным специалистам, чья помощь для вас будет знаковой и квалифицированной. Конечно же, данная карта у нас символизирует не только лиц, которые связаны с бюрократией, с бумагами, с юриспруденцией. Это может быть и вопросы, связанные с врачами. Но вот я дотягиваю аркан, чтобы все-таки уточнить. Видите, здесь падает у нас аркан правосудия. Все-таки это структуры, все-таки это таможня, все-таки это получение виз, документов. То есть здесь все делать корректно, все делать по букве закона. Не пытаться, может быть, какие-то проблемы решить самостоятельно. Обращаться к тем людям, которые вам могут помочь. Да, безусловно, за плату. Но для вас это будет меньше головной боли и более эффективное, быстрое решение ваших вопросов, проблем и ситуаций. Конечно же, сам по себе аркан у нас показывает на взаимодействие с мужчиной. Как правило, либо воздушной стихии, весы, водолей, либо близнецы, либо человеком таким спокойным, рассудительным, в чем-то хладнокровным, но, тем не менее, знаете, таким авторитарным, потому что человек знает себе цену, знает ценность своих слов, своих действий, своих поступков. Как правило, очень влиятельный мужчина, поэтому действительно человек может вам оказать какое-то содействие и помощь. Если посмотрим с вами неожиданность этого месяца, этого периода, какова у вас здесь будет ситуация, к чему она приведет. Итак, дерево, дом, башня. По этим картам, как вы видите, это пустить новые корни, это где-то наново осесть, потому что дерево, дом – это строить для себя какие-то долгосрочные планы. То есть выбирать дом, приобретать дом, допустим, продали где-то недвижимость, купили в новом месте. Плюс здесь активно идут вопросы, связанные с ипотекой, с рассрочкой, обращением в госструктуры на получение либо лицензии на постройку, либо покупки участка под какую-то постройку, либо, в принципе, приобретение дома, вопросы ремонта, перестройки, переобустройства, перепланирования. Но, опять же, для многих это, знаете, как для членов семьи, это пустить корни на новом месте. Это обустройство, это, как я уже делала акцент, волокита, потому что башня у нас всегда госструктуры, то есть заниматься нюансами, которые для вас будут значимыми. Прописаться, выписаться, получить какие-то там техпаспорта, обратиться в БТИ, что-то перепроверить. То есть это больше, знаете, как завершение каких-то плановых вещей. Но связано это будет с вашей семьей, членами вашей семьи, вопросами недвижимости. И если, допустим, здесь еще рассматривать перспективы и вопросы здоровья, это может быть как лечение на дому, так и обращение в специальные центры, то есть СПА, либо санаторно-курортное лечение, где будут проводить какие-либо процедуры, нацеленные на укрепление вашего здоровья. Вот такой у вас месяц. Но месяц, тем не менее, продуктивный. Поэтому, несмотря на весь хаос, пусть это буревое кольцо вам принесет в вашу жизнь только благоприятные перемены. Пусть этот во многом сложный для всех год завершится только позитивными переменами и подготовит вас к новой жизни, продуктивной жизни, счастливой жизни. Я в это верю, искренне вам этого желаю. Вот таким у вас вышел расклад на декабрь месяц. От вас, как всегда, жду обратной связи, жду комментариев. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.